Привет, с вами Алена, а в гостях у нас огромная, просто здоровенная бородавка, и это уже третий визит. К сожалению, с первых визитов видео затерялось, но тут и сегодня есть на что посмотреть. Во-первых, обратите внимание, что на стопе присутствуют достаточно глубокие шрамы. Дело в том, что бородавок здесь было много, и их уже пытались удалить разными способами, но они продолжают возвращаться. И вашему вниманию я представляю очень большую бородавку, то есть самую огромную из всех, которая тут была, потому что на третий визит мы еще не справились с ней. Мы ее прижигаем азотной кислотой, и потом приходится частично вот так убирать старую кожу, потому что она очень долго заживает, долго слущивается. И, конечно, здесь найдутся те, которые скажут, что нельзя вот так срезать бородавки, потому что будут шрамы. Ну, во-первых, шрамы там и без нас уже натворили лазерным удалением, а во-вторых, мы убираем только верхнюю часть вот этой сухой кожи, и по причине того, что настало время визита, и нам нужно снова на бородавку воздействовать, чтобы вовнутрь попала наша азотная кислота. Для работы с бородавкой мы используем специальные кусачки. Это очень недешевый продукт, но, на мой взгляд, тоже must-have, потому что именно такими кусачками можно убрать либо стержневые мозоли, либо вот такие вот остатки сухой кожи. Они не кутикульные, они ну как их, не то чтобы даже накожные, они настопные, я их называю. То есть ими ни ногти мы не стрижем, ни кутикул не срезаем, а именно работаем вот по таким поврежденным участкам. Кстати говоря, если кто-то хочет посмотреть на бородавку, как она выглядит в самом начале, то у меня тоже есть такие видео, и ссылочку на них я обязательно оставлю. А теперь информация для тех, кто не понимает, как отличить бородавку и стержневую мозоль. Самое простое – это обратить внимание на рисунок кожи. Вот сейчас, кстати говоря, отсвечивает очень удачно, и видно, да, что на стопе точно так же, как и на подушечках пальцев рук, есть вот такие специальные рисунки. Ну, знаете, как снимают отпечатки, да, в кино про детективов. Вот и здесь та же самая история. И если у вас этот кожный рисунок остается, это значит, что у вашего клиента, точнее, ну не у вас, а у клиента, это значит, что там, скорее всего, стержневая мозоль. А вот если кожный рисунок нарушен, это означает, что, скорее всего, перед вами бородавка. И, безусловно, мы не врачи, дерматологи, и таких заключений, конечно, прям делать не можем. Но дело в том, что клиент не пойдет с бородавкой к врачу. Вот сколько раз мы с этим сталкивались. Ну, если ходит, то обычно приносит вот такое, да, как нога в шрамах. А во всех остальных случаях клиента просто до последнего игнорирует и думает, что там что-нибудь как-нибудь само, наверное, отвалится, может быть, когда-нибудь пройдет, но это все, конечно же, не точно. Поэтому я считаю, что мастер с поправкой, да, на слово подолог, то есть мастер с углубленными знаниями проблем стопы, так скажем, должен все-таки уметь различить стержневой мозоль и бородавку, потому что там методы воздействия все-таки будут разные. Если бородавочку мы будем деликатно прижигать кислотой, страшное слово. Кстати, насчет кислоты, знаете, что кислоту нельзя купить на домашнее применение, я крайне не советую делать этого, и обычно этого не продают, потому что дома можно неправильно с ней работать, не знать, на какие конкретно участки этой самой бородавки прижигать. Вот как сейчас, вы обратите внимание, видите, она так дымится. Но, например, люди охотно идут на удаление лазером, когда это делают глубоко, а вот эта кислота, она будет прижигать очень поверхностно, поэтому иногда может потребоваться несколько приемов. Кроме того, помимо кислоты, иногда используют еще специальные крема на домашний уход, которые тоже постепенно эту бородавку нам, условно говоря, выжигают деликатным способом. На самом деле вариантов работы с бородавкой очень много. Мы для себя выбрали вот такой. Но есть те клиенты, которые боятся этого всего, хотя это совершенно не больно, но, тем не менее, для них тоже есть варианты. Я обязательно сниму видео, как же бороться в домашних условиях, потому что на выставке я нашла очень много классных продуктов, и я не стала их покупать, я их заказала себе, чтобы это все не везти в Казань. Но, в общем, скоро будет. А пока наслаждайтесь этим видео, ставьте лайки и не забывайте подписываться.